Дорогие коллеги, друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с комплектом студийной акустики от Kali Audio. Встречайте, модель IN-UNF. Итак, перед вами комплект студийной акустики ультра ближнего поля, специально созданный для использования на рабочем столе. Сразу можно сказать, что такое решение будет просто незаменимым для тех, кто резко ограничен в плане свободного пространства и у кого каждый лишний сантиметр, что называется, в большом дефиците. Комплект состоит из трех составных частей. Это басовый блок с двумя 4,5 дюймовыми динамиками, в котором также запечатан усилитель и вся электроника системы, и двух сателлитов с 4-дюймовыми среднечастотными драйверами, внутри которых располагается 1-дюймовый высокочастотный твиттер. Кстати, эта же коаксиальная схема и сами динамики используются в ставших уже знаменитыми мониторах IN5 и IN8. Это важно. В итоге система эта, как мы с вами поняли, трехполосная. И теперь, возвращаясь к теме расположения на рабочем столе, давайте прикинем, как это все может выглядеть. Вариант первый. У вас системник с отдельным монитором или же ноутбук. Устанавливаем басовый блок вертикально. Перед ним ставим свои ноуты или мониторы. И, соответственно, сателлиты разносим по сторонам согласно свободному месту на рабочем столе. И вариант второй. Кладем басовый блок горизонтально и на него устанавливаем свои мониторы или ноутбуки. Причем переживать за какую-то вибрацию от динамиков на стол или какие-то предметы, находящиеся на нем, не нужно. Конструкция здесь такая, что этот момент полностью исключается. Как, собственно, и возможны вибрации от сателлитов. Вот эти силиконовые подушки служат не только подставками для этих шариков, но и хорошим звукоизолирующим элементом. Ну и еще вариант, когда совсем стол крохотный и на нем вообще ничего не помещается. Это попробовать басовый блок бросить куда-нибудь под ноги и воспользоваться частотными подстройками. Блок DIP переключателей вот здесь сбоку. А схему подстройки мы с вами можем найти на сайте Kali Audio. В итоге можно подкорректировать каждую частоту на 2 дБ, как в плюс, так и в минус, или же подкинуть на 4 дБ низа, если его покажется мало. Плюс ко всему, этими же переключателями мы можем в целом подкорректировать звучание этой системы относительно того, как она расположена в рабочем кабинете. Хоть от стены, хоть к стене, хоть в углу, хоть в ограниченном пространстве со стенками по обе стороны, все подстраивается и все обязательно зазвучит так, как вам захочется. Ну а теперь буквально несколько слов о важных цифрах и характеристиках этого комплекта. Мощность низких частот до 100 Вт на канал, средних и высоких до 60. Кроссоверы работают на отметке 280 и 2800 Гц. Максимальный уровень звукового давления 103 дБ. Диапазон частот при минус 10 дБ 39-25 тысяч Гц. При плюс-минус 3 дБ 47-21 тысяча. И теперь внимание! Рекомендуемое расстояние для прослушивания 0,8 метра. Ну, вот то самое ультраближнее поле. Ну и добавлю, что весит это все хозяйство 11,2 килограмма. И что касается стоимости, то на сегодняшний день это почти 58 тысяч рублей. Ну а как мы хотели? За удобство надо платить. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут по подключениям, после чего попробуем услышать, как это все у нас звучит. Смотрим на одну боковину. Все просто. Режим сна, громкость, блок 220 и разъемы для подключения сателлитов. Переворачиваем. Мини-джек для прямого подключения любого
собственно, блок DIP переключателей с QR-кодом, перейдя по которому можно будет подробнее узнать о его использовании, и подключение USB-C с поддержкой 2448, плюс оптический вход для подключения телевизоров, игровых консолей и другого аудиооборудования. В общем, все то, что надо, тут вроде бы есть. И, пожалуй, самое время устроить прослушивание и оценить, насколько хороша, и мы в этом практически нисколько не сомневаемся, окажется эта система. Слушаем. Ну что, друзья, первое, о чем хочется сказать сразу, это то, что реальное звучание этой системы, точно раза в 1,5 лучше того, что можно было услышать на записи. Видно, для нашего микрофона задача снять ультраближнее поле оказалась несколько сложнее, чем мы себе это могли представить. В натуральную величину все гораздо более интереснее. Низ очень плотный и насыщенный, середина читаемая и чистая. Кстати, она больше всего пострадала на тестовой записи. Ну и верх яркий и прозрачный, без какого-то лишнего песка и мути. В общем, подводя итог, очень хочется сказать, что если кто-то загорелся покупкой этой системы, в первую очередь по конструктивным соображениям, как хотите, но ищите возможность услышать ее именно вживую. И только так все возможные сомнения буквально растворятся, и вы окончательно сможете сделать свой выбор. Вот такое у нас будет сегодня заключение. И мне остается сказать всем спасибо за компанию и пожелать всем больших творческих успехов. Всего доброго и до встречи. Как-то там все, и уже звук потерялся. Их надо очень четко. Видишь, тут же можно вверх. Ну, это мне нравится, как система вот эту выполнена. И прям вот если уши себе вот на расстоянии не больше, там, видишь, 80 сантиметров, вот если очень четко себе поставить и эту хрень куда-нибудь там, вообще идеально. Так, как вот прям пластиночка. Очень классная вещь.